Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про самую большую и про самую, что ни на есть, профессиональную камеру в системе Micro 4 третьих. Это Olympus OMD EM1X. Давненько я мечтал эту камеру заполучить себе на обзор, просто постоянно мониторил Авито, там, не знаю, смотрел, когда она там наконец, когда-нибудь, может быть, подешевеет, может быть, у кого-то из моих друзей вдруг она появится случайным образом. Но, как понимаете, для меня даже на вторичке купить эту камеру все равно задача не очень-то посильная. Я особо великих денег не зарабатываю, но нашелся все-таки, наконец, подписчик, у которого эта камера есть, и он мне ее предоставил для того, чтобы я мог ее в волю поиспользовать, в волю потестировать, и она была у меня аж целых 2 месяца, так что я смог собрать достаточно большое количество материала, поиспользовать эту камеру в самых разных обстоятельствах, в самых разных условиях, поснимать очень разные вещи, съемки, и там какие-то портретики, и стрит поснимал, и природу, в общем, все, что только заблагорассудится, на нее потестировал. Ну, кроме, наверное, ночной только съемки, потому что, ну, все-таки в Питере уже достаточно светло, и как-то у меня не особо получилось ночью с ней погулять. И такому щедрому подписчику, который все-таки эту камеру мне предоставил, огромнейшее спасибо. А я вам напоминаю, что у меня есть Boosty, можете на него подписаться по ссылке в описании. Ну, если есть у вас возможность поддержать канал, чтобы я мог все-таки и сам какие-то камеры почаще покупать для обзора, а не клянчить у подписчиков и не там где-то ходить побираться, то, пожалуйста, подписывайтесь. И тем, кто уже подписался на Boosty, также огромнейшая благодарность. Вы реально помогаете. Olympus OMD EM1X – это камера особенная, и она находится как бы вне основных серий у Olympus. Ныне у нас это OM Digital Solution, но я все равно буду по привычке Olympus всегда называть, потому что эта камера еще выходила, когда был Olympus. Ну, то есть она, короче, и вне OM серии, и уж, понятно, вне пенов более любительских и компактных. Эта камера, она как бы, ну, над ними, она прямо высшая их точка, это максимально крутая камера. Ну и, к слову сказать, это первая беззеркальная камера, у которой была уже комбо-ручка, то есть вот эта вот возможность схватиться в портретный режим, снизу дополнительная ручка не прикручивается, как это часто бывает. У тех же первой единички такое было. Вот недавно я G9 обозревал, там тоже такая ручка присоединялась, дополнительная батарейная. Здесь нет, это просто единое целое, корпус сразу же с здоровенной вот этой вот ручкой снизу. Здесь они и Canon, и Nikon опередили, потому что, насколько я помню, сначала R3 появился Canon, после Olympus уже. И потом уже появился еще Nikon Z8. У меня тут где-то фоточка есть, где я все вот эти 3 камеры сфотографировал рядом. У Sony, кстати, до сих пор такая камера не появилась, хотя у них есть и флагманская очень крутая Sony A1, и такая прям спортивная, быстрая, все такое Sony A9, но они почему-то в обычном форм-факторе достаточно компактном, и, например, A9 я бы не сказал, что прям супер удобно держать, а A1 уже гораздо, конечно, лучше с точки зрения хвата. Тут Olympus и Micro 4 третьих, как видим, опять оказались впереди всех, то есть оказались такими задающими некий тренд, как, например, с 5-осевой стабилизацией, потому что впервые нормальная 5-осевая стабилизация, круто работающая, появилась в 2012 году в Olympus OMD EM5. Самой первой, собственно, камере в OM-серии современной. У меня на нее, кстати, тоже будет обзор. Камера классная, интересная, но даже, в принципе, по сегодняшним меркам не так уж ужасно снимающая. Да, до этого стабилизаторы, конечно же, были уже на матрицах у других производителей, у самого Olympus они были, у Pentax были также стабилизаторы, вообще первыми начали это ставить Konica Minolta, но все эти стабы, они были достаточно простенькими, 3-осевыми и, ну, мягко говоря, звезд с неба не хватали, ну так, пару-тройку стопов компенсировали и часто не могли соперничать даже с нормальными стабилизаторами крутыми в объективах, оптическими. Хотя, конечно, реально удобно, когда у тебя стаб в тушке, и тебе не нужно думать о стабилизации объективов, ну или думать о ней, но она уже как дополнительная опция у тебя будет. То есть у тебя, по сути, любой объектив, который ты бы нацепил, становится автоматически стабилизированным. Это круто, удобно, всем хорошо, то есть это просто ситуация вин-вин. И производитель крутой и молодец, и пользователю это удобно и приятно. Ну а сейчас, как мы можем видеть, ситуация стала такая, что вообще-то во все камеры, теперь это не какая-то особенность Olympus, во все уже камеры завезли матричный стабилизатор, и это видеть отрадно, потому что он действительно полезен и нужен. И что также интересно, когда камера выходила, когда ее презентовали, я пошел на ее, собственно, презентацию, и когда я покрутил ее в руках, поюзал немножко с простеклами разными, ну так просто
в рамках такого скорого теста я посмотрел и не очень-то понял прикола, потому что на самом деле ожидания у людей, у фанатов системы и вообще, в принципе, у более-менее так, да, соображающих фототехники были ожидания такие, что сейчас выпустят, допустим, там или какой-нибудь PNF Mark II, или, может быть, OMD EM1 обычный какой-то, да, ну там с улучшенным фокусом, например, или там с серийной съемкой. Никто, собственно, особо не ждал EM1X, потому что, ну, это довольно странная какая-то вещь, странное решение выпустить ее. И тут они хрясь выпускают вот эту огромную, конечно, навороченную, крутую, безусловно, камеру. Она, понятное дело, что была лучше, чем мой Olympus OMD EM1 Mark II на тот момент, который я использовал. Ну, не то чтобы она прям была в 100 раз лучше, то есть я, опять же, ну, как и большинство фанатов, просто вот так покрутил пальцем у виска, ребята, там, вы вообще в своем уме, вы что делаете-то? Сейчас EM1X, в общем-то, на рынке особо и не нужен. Тем более камера на микре за 3000 баксов, такая, конечно, крутая, навороченная, но это прям для совсем уж избранных фанатов. Ну, потому что полные кадры и кропы беззеркальные, они стали уже очень доступными, очень тоже компактными. И они, в общем-то, поджимают как бы сверху, снизу оттуда где-то со дна стучат уже с мелкими сенсорами, но зато с обработочкой, рассчитанной на усредненного петушка, смартфоны. И, в общем, как бы, блин, надо что-то делать такое более общеупотребимое, но они почему-то решили сделать вот такой вот мастерпис. И на момент выхода EM1X воспринимался как какая-то такая странная шутка, как такой казус какой-то нелепый, просто что это такое вообще. Да, на момент выхода она вызывала не только у меня недоумение, но спустя несколько лет, спустя вот годы после ее выхода, я ее продолжительно поиспользовал, попробовал ее, вкусил, так сказать. И, знаете, я вдруг понял, что это одна из самых интересных камер за последние несколько лет, которые я, в принципе, использовал. Ну, может быть, за последние лет 5 вообще, наверное, одна из самых прикольных камер. Она сделана с любовью, она сделана так, чтобы от нее человек получал удовольствие. В ней очень много крутых наворотов, крутых фишек, которые ты реально можешь использовать. Они не являются какими-то гиммиками, то есть это не просто искусственно придуманная херня, которую ты никогда в жизни использовать не будешь. Я про все это сейчас расскажу. Но теперь давайте, раз уж камера попала ко мне в лапы, посмотрим, как EM1X устроена для начала, а потом уже перейдем к картинкам. Думаю, что, глядя вот на эту тушку, вы и так догадываетесь, что Olympus EM1X большой и тяжелый фотоаппарат, но он, на удивление, ощущается легче, чем можно было бы предположить, ориентируясь на его внешность. Все-таки камеры с комбинированной такой ручкой весят обычно гораздо больше. Вот тут понятное дело, что большой, глубокий, удобный, анатомически выверенный, у тебя идеально лежит в руке эта камера, все пальцы на своих местах, вот прям вообще все прекрасно. Причем вертикальный хват полностью повторяет стандартное расположение органов управления, то есть у тебя все те же крутилки в тех же самых местах, все кнопочки там же ровно, как и здесь, и джойстик там же, то есть все прям очень хорошо, поэтому даже слепую ты не ошибешься. И даже дополнительные функциональные кнопки расположены одинаково, что так ты держишься за них, и они имеют разную поверхность, одна с углублением, другая выпуклая, то есть опять же ты в них даже вслепую не запутаешься, просто на ощупь они очень сильно отличаются. Спереди также имеется порт для синхронизации. Сверху слева расположен островок с кнопками и рычаг включения. Ну, тут рычажок включения такой достаточно тугой. Он при этом, когда включаешь, довольно громко щелкает. Но на самом деле можно тихонечко его включать и выключать, если медленно вот так придерживая. Я имею в виду, что если ты стрит снимаешь, чтобы не щелкать бешено вот так. Но в целом он обычно имеет такой щелчок. Если неудобно включать камеру слева, кстати говоря, можно переключить на вот этот рычажок, что бывает зачастую удобнее людям, которым нравится одной рукой использовать камеру. Ну, на островке на одной из кнопок здесь вот у нас АФ и замер, то есть ты выбираешь режим фокусировки и режим замера. Делается это опять же тоже очень удобно, то есть ты нажал на кнопку, у тебя на экранчике сверху появляется какой режим фокусировки и какой режим замера, и колесиками просто вот этим и этим меняешь, что в принципе отлично. Реализовано абсолютно просто и удобно. У остальных кнопок, соответственно, все точно так же.
Это отвечает за работу со вспышками и за протяжку. Тут же еще и съемка с таймером и специальные режимы типа Hi-Res, потому что, ну, это все равно, как бы, по сути, протяжка за это отвечает. Ты же множество фоток делаешь единовременно, и потом из них лепится уже один с большим разрешением кадр. Ну и кнопка, отвечающая за брекетинг. Ну, там, по экспозиции или по балансу белого, какой хочешь, там можешь выставить. Опять же, все в настройках регулируется. Правее находится колесо выбора режимов. Есть здесь 4 слота для различных своих личных предустановок. И нет никакого авторежима, никакой зеленой кнопочки. Конечно, Olympus понимает, что эту камеру не будут использовать какие-то маленькие девочки, играющие с куколками. Колесо блокируется кнопкой посередине. То есть оно, причем как авторучка работает. Ты зажал, заблокировал, зажал, разблокировал. То есть его не надо зажать и крутить, а оно просто вот тык, заблокировал, тык, разблокировал. Кнопка спуска лежит прямо-таки под пальцем, в такой ложбиночке, тоже анатомически выверенной. Нажимается очень мягко, плавно и хорошо, приятно ощущается полунажатие, звуков никаких при спуске не издается. Кнопка записи видео находится в таком небольшом углублении. На возвышении здесь находятся 2 другие кнопочки. Это экспокоррекция и ISO. Они имеют, опять же, разную текстуру, разную высоту. И, опять же, ты вслепую не ошибешься. То есть тут вот такая шершавенькая и немножко низкая ISO. И на возвышении таком дополнительном у нас находится кнопочка экспокоррекции. Сзади дисплей на 1 миллион точек, он сенсорный и поворачивающийся, откидывающийся на шарнире во всех плоскостях, как вам будет удобно. Когда переносишь камеру или снимаешь стрит, например, не глядя, можно просто его закрыть. К дисплею, в общем, вопросов никаких нет, он хороший даже и сейчас. А вот EV для 2019 года, пожалуй, что слабоват. У него хорошее увеличение, он довольно крупный, но разрешение всего 2,3 миллиона точек. И цвета, конечно, не лучшие. Хотя он все равно лучше, чем у какой-нибудь Sony A7 III. Но до стандартов 2019 года, конечно, пожалуй, что не дотягивает. Далее тут есть рычажок 2х2, про который я уже говорил. То есть можно на него, в принципе, включение запрограммировать. Но удобнее его использовать все-таки для быстрого переключения каких-то функций. Потому что, ну, короче, есть такая фишка у Olympus, очень удобная. 2х2. Если не лень, почитайте, долго объяснять. Ну, внутри этого рычажка еще также находится дополнительная кнопка FN. На нее тоже можно все что угодно запрограммировать, как угодно ее перепрограммировать. Рядом AL, AFL. Ниже находится джойстик. Джойстик хороший, такой широкий, шершавый, не скользит, очень приятно и нажимается, и двигается во всех плоскостях и по диагонали в том числе. Вот этого джойстика, конечно, остро не хватало на какой-нибудь OMD EM1 Mark II. Там уже 121 точка была, как и здесь, фокусировки. И, конечно же, было бы круто джойстиком их туда-сюда гонять. Еще ниже находится кнопка Info, дающая там справки в меню и меняющая, переключающая, да, что отображается на экране во время съемки. Обычная крестовина, без колесика какого-либо для серфа по меню. В середине кнопка ОК. Эта же кнопка, кстати, вызывает при съемке быстрое меню. То есть на весь экран появляется менюшка, в которой ты выбираешь функцию, которую хочешь как-либо изменить. Ну и кнопка просмотра того, что там наснимал. Вот этот рычажок, позволяющий заблокировать кнопки на вертикальном хвате от случайных нажатий. Хотя у меня он всегда разблокирован, как бы случайно я особо не нажимал ничего ни разу. В этом небольшом углублении находится кнопка баланса белого и настройки карт памяти. Рядом левее находится удаление и вызов меню. Справа на корпусе под небольшой резиновой заглушкой, такой довольно плотный, еле открыл ее, кстати говоря, находится разъем для тросика. Ниже у нас отсек для карт памяти, но его просто так не откроешь. Здесь опять же специальный рычажок, для этого нужно приподнять и повернуть, и после этого тогда уже открывается. Все очень хорошо здесь уплотнено, резинки прям мощные ощущаются, все прям такое с заглушками. Ну и 2 разъема для SD карт, оба, конечно же, UHS
Два стандарт карточек поддерживают. Тут у меня на 32 гига стоит. В принципе, файлы у Olympus не очень большие, даже если строчишь как из пулемета. Слева под заглушечками резиновыми, опять же, очень плотными и с рисунками, которые обозначают, что там к чему, находится разъем для микрофона и разъем для наушников. Полноценные два джека, то есть для видео камера более чем годна. Тут я потом про видео еще немножко поговорю, хотя я небольшой фанат разговоров про видео, потому что тут больше про фотографию у меня речь на канале. Ниже у нас под еще одной плотной заглушкой находится еще два разъема. Здесь microHDMI и USB Type-C. Конечно же, камера может заряжаться через USB, в том числе и от пауэрбанка, ну и там от компьютера, и от адаптера, и как угодно, короче, может заряжаться. Ну а батарейки находятся снизу, здесь вот в выдвигающемся отсеке. Так, здесь вот так поворачиваем и вытягиваем. У меня сейчас здесь только один аккумулятор, называется он BLH1 на 1720 мАч, и его совершенно спокойно хватает на 700, на 1000 кадров. Ну, то есть, в принципе, это очень хорошо оптимизированная камера, и аккумулятор у нее достаточно объемный и живучий. Причем на холоде ему тоже, в общем-то, все по барабану, можно и в минус 20 на нее совершенно спокойно снимать. Ну и сами понимаете, что при том, что у меня он всего один, а его на 1000 кадров хватает, как бы если их два, думаю, можно вообще не думать, там вообще не переживать как-то о заряде. Ну и как видите, это настоящий флагман, прочный, защищенный, удобный, могучий во всех смыслах. EM1X использует ту же самую 20-мегапиксельную матрицу, что и OMD, EM1 Mark II, и Mark III, и G9 Panasonic. Это, в общем, LifeMOS сенсор, сделанный Sony, опять же, повторюсь, на 20 мегапикселов, и это действительно удачная, хорошая матрица, она во многих камерах на микре используется, и разницы в качестве у всех этих камер вышеперечисленных, в общем-то, по большому счету нет. Матрица без сглаживающего фильтра, поэтому картинки получаются резкими и детализированными, но есть некоторый шанс получить все-таки иногда муар. Но не очень часто. Опять же, процессор достаточно мощный, он хорошо с этим справляется, с подавлением муара. И картинки максимально резкие, максимально полны деталей, и особенно при условии, если ты используешь все-таки профессиональную оптику и какие-то фиксы. Ну и понятное дело, что никто в здравом уме на подобной охеренной дорогой тушке не будет использовать какой-нибудь там темный кит из нулевых, который рассчитан на 12 мегапикселей был. Нет, естественно, я большую часть времени снимал на эту камеру с или фиксами. В основном я использовал портретный и макро параллельно объектив. Потом про него обзор будет, расскажу поподробнее. Xiaomi-ский, он очень оказался крутой, я чему очень прям удивился. При этом он стоит там что-то 1005, наверное. Ну, то есть он вообще копеечный, но при этом классный. Такой, знаете, из разряда пластик-фантастик или такой hidden gem, как говорят, да, то есть спрятанный, скрытый бриллиант такой. Ну и также, конечно же, использовал объектив 1240 f2.8 Pro Olympus, и на него на канале уже также есть обзор, можете его посмотреть. В общем, пейзажи можно снимать на камеру абсолютно без проблем. Ветки у тебя где-нибудь там вдалеке радугой никакой не покрываются особо. Ну, может такое случиться раз там в 1000 кадров. Но все-таки от муара ты не защищен абсолютно. Но процессор в большинстве случаев вполне себе вывозит интерполяцию, так что у тебя ветки особо слипаться не станут. На средней дистанции также все хорошо. Различные природные мотивы будут переданы без каких-либо странных искажений или косяков. Ну и, конечно же, снимать на эту камеру макрофото тоже большое удовольствие. Любые, даже самые мелкие детали отобразятся во всей красе, лишь бы у вас объектив это все вывозил и ему позволял его микроконтраст.
Ну и не забываем также, что EM1X это максимально защищенная камера, и ты можешь взять ее в любые какие-то путешествия, она пригодна для любого самого даже сурового аутдора, то есть ты можешь ее взять куда-то там в горы, там, не знаю, в пустыне, за полярный круг. Честно, вот Olympus EM1X, ему просто все нипочем, ему похуй там всякие дожди, снега, пески, пыль, грязь, ему все это вообще до лампочки. А еще, когда я был на природе, меня очень сильно повеселила новая фишка, которая появилась впервые в EM1X, так называемый Live ND. Это такая хитрая смесь, наверное, двух эффектов. Это и High-Res Shot немножко, и немножечко Live Composite, но не совсем то же самое, что эти две вышеназванные фишечки. И сейчас мне придется объяснять все, что я говорил до этого в предыдущем предложении, потому что, ну, кто меня за язык тянул, не знаю, но, в общем, надо в нескольких буквально словах описать, про что речь. Во-первых, у Olympus и вообще в целом, да, и у EM1X один из самых лучших матричных стабилизаторов, которые существуют сейчас вообще в мире. Потому что здесь матрица не очень крупная, ее достаточно легко стабилизировать, она висит в электромагнитном поле, когда ты снимаешь, и внутри корпуса установлено множество датчиков, которые как бы фиксируют ее в том положении, в котором она должна всегда находиться, так, чтобы она не дрожала, не тряслась, ничего подобного. То есть избежать можно и микросмазов, и каких-то серьезных шевеленок, даже если ты снимаешь на длинной выдержке. Ты совершенно спокойно можешь на камеры Olympus, ну вот, например, про EM1X мы говорим, да, или там на другую какую-нибудь единицу, снимать с выдержками прямо в несколько секунд с рук, что вообще ранее казалось какими-то фантастическими чудесами в стародавние времена. Сейчас это уже, в общем-то, для микро 4/3 обыденность. А также у Olympus в их камере OMD EM5 Mark II впервые появилась такая вещь, как High-Res. В High-Res также используется матричная стабилизация, но используется она несколько иначе. Так как матрица у тебя жестко не закреплена, она позволяет сделать серию снимков, то есть обычно где-то 8-10 там снимков, да, делается, матрица делает такой как бы круг на субпиксельном уровне, сдвигаясь, и в дальнейшем у тебя камера сама формирует внутри себя результирующее изображение с большим разрешением. Итак, когда у тебя был OMD EM5 Mark II, там была 16-мегапиксельная матрица без сглаживающего фильтра, там получались снимки на 40 мегапикселей максимальные. Здесь же у EM1X, если ты особенно используешь этот режим со штатива, у тебя 20-мегапиксельная матрица делает такой пробег, формирует большое изображение, и можно получить картинку в 80 мегапикселов, что достаточно круто для каких-то пейзажей, для, например, рекламной съемки, если там ничего не движется в этот момент, конечно же, или там для предметки какой-то, где тебе требуется огромная детализация такая. А еще в Olympus OMD EM1X появилась отличная вот эта же фишка High-Res, но уже без использования штатива, то есть ты можешь прямо с рук снять кадр, он у тебя, ну, там множество кадров, естественно, получится, но ты можешь сделать картинки 50-мегапиксельные, и опять же никакого смаза у тебя не будет, будет отличная супер детализированная картинка, прямо с рук. Первыми подобное сделали вообще именно с рук такую картинку. Это Pentax в их камере K1 Mark II полнокадровой. У меня есть, кстати говоря, на нее также на канале обзор. Это отличный полнокадровый зеркальный фотоаппарат. Мне он очень нравится. Но там High-Res немножко по-другому работает. Там на самом деле всего 4 прохода делает. И скорее просто уточняется интерполяция Байера. То есть там просто более точные цвета становятся, за счет чего резкость увеличивается. А здесь именно прям вот сильно много кадров, получается, склеиваются у тебя прямо внутри камеры. И что характерно, вот такие вот огромные файлы, огромные картинки у тебя камера сама склеивает. Тебе не надо для этого какие-то специализированные приложения использовать и так далее, потому что внутри себя такие картинки может клеить только сейчас Olympus и Panasonic.
Остальные камеры, которые умеют делать тоже high-res, уже научились, конечно, через несколько лет после уже Olympus. Это, например, Sony может, их A7R серия, там, начиная с тройки, по-моему, нет, с четверки, начиная стала это делать, но тебе нужно отдельное приложение, которое будет у тебя склеивать эту картинку в более мегапиксельную. Также это научился делать Fujifilm в их средних форматах. Точно я знаю, что в GFX 100, на котором у меня тоже есть обзор, такая фишка доступна. И Canon недавно научился, но, насколько я понял, Canon EOS R5 это делает вообще только в JPEG, что как бы немножко смысла большого не имеет. Нахрена нам огромного разрешения JPEG, который ты потом хреново настраивать только сможешь. Ну, а Live Composite, который я упоминал вот в том предложении, которое я принялся сейчас пояснять вот так многословно, это такая фишка, которая делает, по сути, мультиэкспозицию, но у тебя добавляется информация при дополнительном наложении следующего кадра только в цветах. Поэтому этот режим очень круто использовать, не затрагивая тени, у тебя не будет пересветов. Например, если ты снимаешь звездное небо, и тебе хочется не заморозить звезды, а наоборот, в художественном эффекте таком сделать треки. И у тебя тогда картинка не будет сильно передержана, потому что будет на самом деле много картинок. Звезды будут классно проэкспонированы, но все остальное у тебя останется вполне себе таким относительно сдержанным. Также можно использовать для треков, например, если ты снимаешь какое-нибудь дорожное движение, то есть там автомобили фарами будут также оставлять следы, при этом вся остальная картинка не будет пересвечена. Также для фризлайта очень классно использовать это. Ну или если тебе не дает покоя слава Паулу Раверси, то можешь использовать также это для того, чтобы рисовать световой кистью. Я такие фишечки проделывал еще там в 2015 году, наверное, и вполне себе интересные результаты получались. И вот все, что я сейчас описал, это малая лишь часть, просто наиболее интересная, на мой взгляд, для меня лично, фишек, которые есть в Olympus, и ну, не только в Olympus, да, но в котором они очень классно реализованы и сделаны удобно, потому что, например, тот же Live Composite ты когда снимаешь, у тебя вся информация о том, что ты делаешь, да, какие изменения у тебя на экране отображается, а не так, что ты там где-то в голове додумываешь, как у тебя сейчас все выглядит, ты можешь на экранчик посмотреть. Фух, ну вроде объяснил немножко про фишки, про то, на что, в принципе, камера способна внутри себя, насколько ее мощности, да, позволяют делать всякие интересные творческие штуки. И вот теперь я расскажу, что такое LifeND. Теперь вам, наверное, будет более понятно. LifeND – это, по сути, возможность сделать смазанное какое-то движение, но при этом ты не удлиняешь особо выдержку по-настоящему, и ты не используешь настоящий фильтр нейтральной плотности. У тебя те объекты, которые не двигаются в данный момент, никак не затрагиваются, и будет смаз только там, где что-то движется. Также картинка при этом не переэкспонируется, потому что это, опять же, очень хитрая мультиэкспозиция. И что, опять же, очень удобно, у тебя на экране отображается уже конечный результат с теми настройками, которые ты поставишь. Причем фильтр нейтральной плотности, этот виртуальный, его можно степень да, воздействия, вот я сделал на природе, там такая речка с порогами течет. Несколько примеров, чтобы вам было понятно. Я сделал, допустим, на F10, на прикрытой диафрагме, на максимально низком ISO картинки. И также для примера сделал все то же самое, но с включенным LifeND. Выглядит, как по мне, вполне себе реалистично, и для каких-то пейзажистов это отличная вещь. Не нужно с собой никакие фильтры таскать, опять же, да, не нужно штативы, ничего не нужно. Просто включаешь этот режим, и у тебя получаются интересные творческие снимки. Как видите, камера позволяет сделать вот такую вот художественную фигню, и ну, я думаю, в общем, суть вам понятна, что LifeND это довольно прикольная фишка и вполне себе рабочая. В камере еще много всяких других интересных, прикольных штук, которые можно использовать в повседневной какой-то съемке или в каких-то специальных ситуациях. Например, там есть Star AF, это возможность сразу же сфокусироваться на звездное небо, а не где-то там искать бесконечность или там иметь шанс при этом промахнуться. Такое, кстати, бывает иногда на некоторых объективах, когда ты мудохаешься, ищешь где там бесконечность, а ты взял и промахнулся, и у тебя звездочки не точечками стали, а какими-то непонятными размытыми какашками. Также камера способна с очень тонкими, причем настройками, склеивать брекетинг по фокусу, то есть ты можешь прям
сделать, чтобы у тебя прям все в резкости было, что очень круто для макросъемки какой-либо, но опять же, я бы, конечно, рекомендовал такие кадры склеивать не в камере, а в отдельном каком-то приложении, чтобы еще лучше их настраивать, лучше смачить друг с другом. Ну, в общем, вы поняли, что очень много всего в этой камере прям напихано, вот прям предельно много всякой ерундистики, которую можно по-всякому использовать, и это не так, что, знаете, там оно есть просто по приколу для чего-то там, для того, чтобы написать, да, в технических характеристиках, что у тебя это есть, или где-то на презентации похвастаться, а это реально вещи, которые ты можешь использовать и которые приятно там реализованы, а не так, что тяп-ляп. Про динамический диапазон и пределы какого-то разумного ISO я долго разглагольствовать не буду, потому что про эту матрицу, в общем-то, я уже все достаточно подробно рассказывал в недавнем обзоре на Panasonic G9, где, ну, прям все нормально описал. Но если в двух словах, то, в принципе, не поднимая ISO выше 1600 ISO, до 1600 все вполне себе в порядке, можно там и картинки редактировать, они не развалятся у тебя, все там с этим нормально. Динамического диапазона здесь примерно 12,5 стопов, что тоже довольно прилично и вполне себе нормально. Можно снимать в абсолютно любых условиях. И опять же, да, света тянутся чуть получше, чем тени. В тенях быстрее шумы появятся, если ты будешь сильно там тянуть на несколько стопов. Ну, можно просто экспонировать, ориентируясь больше на света скорее. Все это решаемо, все это зависит скорее от прямоты твоих рук, от твоей толерантности к шумам и так далее. Если, допустим, ты в темных условиях каких сложных снимаешь, то тут уже, конечно, лучше полагаться на светосильную оптику с большими диафрагмами, потому что здесь у тебя все равно, так как микро 4/3 имеют меньшую матрицу, грип пошире, так что можно и дырку открывать побольше, у тебя все равно в резкости достаточно много чего останется. Также ты можешь положиться на стабилизатор и не поднимать по факту ISO, если тебе, например, не важна как-то не критично короткая выдержка. Стаб вполне себе отработает. Фазовых точек фокусировки крестового типа у EM1X ровно столько же, как и в OMD EM1 Mark II, 121 штука. Они почти что все поле кадра заполняют, ну там буквально там пара процентов где-то по краям там не заполнены, это в принципе не критично. И фокусируется камера просто прекрасно. Она стала гораздо лучше трекать, кстати, чем вторая единица объекта. То есть, если ты какой-то объект выбираешь, он его сопровождает. Но есть все-таки некоторый шанс потерять объект. Не абсолютно идеально это работает. Но вот слежение по лицам, по глазам работает вообще прекрасно, потому что большинство снимков, которые я делал, например, стрита или портретов, я делал, ну, просто 99% этих снимков я делал со следящим фокусом по глазам включенным. И промахов вообще практически не было. То есть, там, ну, опять же, наверное, процентов 90 снимков все четко, где глаз, там и фокус. И никаких вот промахов, мисфокусов, перепрыгиваний на задний план, каких-то внезапных тупых, ничего такого нет. Отлично камера фокусируется. В EM1X также появились режимы фокусировки, основанные на искусственном интеллекте, и там есть всякий трекинг разных объектов, то есть поездов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, птиц, но почему-то нет фокусировки по глазам животных, что довольно странно, хотя иногда я видел, что люди использовали фокусировку по птицам, и при этом камера воспринимала животных как, ну, короче, можно фокус по птицам включить, и он будет на животных, в принципе, фокусироваться иногда. Ну, это такой костыль, знаете ли. Лучше, конечно, было бы, если бы еще фокусировка по глазам животных была, то есть кошечки, собачки и вот что-то подобное. Было бы клево, но, к сожалению, тут нет этого. Впрочем, я этим режимом все равно особо не пользовался. Мне проще было фокусироваться, гоняя просто точку джойстиком. Точку фокусировки, кстати, наконец, можно гонять не только сенсорным экраном, а джойстик здесь появился, потому что этого пиздец как не хватало в AMD EM1 первой версии и второй версии. И вот, наконец-то, в EM1X джойстик появился, он очень удобный, широкий и, в принципе, им приятно пользоваться.
Ну и фокусировка у камеры такая бодрая стала неспроста, потому что здесь используются два процессора TruePic 8, и один процессор отвечает за, в принципе, в основном быстродействие самой камеры, там за всякую обработку картинок и так далее, да, там про то, как ты в менюшках лазаешь и вообще, в принципе, как интерфейс реагирует на все. А второй процессор занимается только фокусировкой, то есть, в принципе, все его мощности отданы на то, чтобы камера максимально быстро фокусировалась и реагировала на какие-то изменения в кадре. И, конечно же, как и в любой актуальной камере в системе Micro 4 третьих, здесь отлично работающий электронный затвор, поэтому я, в принципе, обычный механический затвор вообще даже ни разу не включал. Потому что механический затвор, по сути, здесь может пригодиться только в студийных каких-то условиях, при работе со вспышками, потому что там может коряво все считаться, да, там на механике придется снимать. Но в целом могу сказать, что при любых искусственных источниках света никакого строба нет, как на более медленных в плане считывания крупных матрицах, и также здесь нет такого уж прям наблюдаемого эффекта роллинг-шаттера, ты можешь совершенно спокойно снимать движущиеся объекты, движущихся людей, никакого там размазывания такого по диагонали у тебя не будет. Считывание с матрицы практически мгновенное, ну, все потому, что она, в общем-то, не очень-то большая, но и оно действительно быстрое. Камера хоть и гигантская, но проблем со съемкой стрита у меня также не возникло, потому что, ну, как я уже сказал, электронный затвор бесшумен, сама камера никак не жужжит, не пердит, никаких звуков не издает. Знай себе, снимай спокойно людей, фокус отлично работает, он отрабатывает просто прекрасно, никаких промахов, в общем-то, нет. Ну и фокус я, конечно, хвалю, но он не абсолютно идеален, он просто такой хорошо работающий, беспроблемный, без каких-то непредсказуемых скачков, рывков или еще чего-то непонятного. Но все-таки до уровня современных камер там Sony или Canon он не дотягивает. Это, конечно, не Dual Pixel, который там следит, и не такой AI автофокус, как у Sony, который прям там, даже если человек отвернется, прям продолжает следить. Нет, такого здесь, конечно, не наблюдается, но он, в принципе, достаточно точный, достаточно хорошо работает. Но точек фокусировки не так уж много, и поэтому, например, у тебя, когда объект съемки, я имею в виду, да, достаточно далеко, у тебя лицо не так уж близко может поймать камера, ну, где-то там метров, наверное, с 4 у тебя лицо, может быть, там будет поймано чуть поближе, когда он тебе приближается, там метров с 3-2 уже там глазик он видит. Ну, на более современных камерах, если вы использовали, да, сейчас не по моим рассказам, а знаете, то там глаз, в принципе, видит вообще пиздец как далеко. Ну, по цвету здесь тоже все без изменений, все достаточно хорошо. Баланс белого автоматический у Olympus всегда работает прекрасно. Он какой-то уж совсем дикой хуйни не творит, как иногда бывает у какого-нибудь Fujifilm. Бывают иногда, конечно, промахи в каких-то особо сложных условиях. Но в целом в большинстве ситуаций он такой приятный, аккуратный, без каких-то уж серьезных приукрашиваний или вранья. Ну и скинтон также достаточно хороший. Кожа у людей получается не какой-нибудь слишком розовый, как у Fujifilm, не слишком желтый, как у иногда бывает Canon, а такой, знаете, кожа вот в самый раз. Вот как она, в принципе, выглядит просто приятно глазу, когда ты смотришь на нее. В общем, то, что надо для портретиков, как вы знаете, на Micro 4 третьих бакешки нет, поэтому я вот сейчас буду примеры показывать. Если что, на них, поверьте, бакешки нет, это все иллюзия. Это я, не знаю, там на постпродакшене потом дорисовывал всю бакешку, это все выдумки, никакой бакешки не существует на микре. Это бред, это все заговор рептилоидов.
Ну и, конечно, EMX способен писать видео, очень хорошее, резкое, в 4К, там прекрасно работает автофокус, никаких рывков, скачков, опять же, там не наблюдается, лица он там определяет. Поэтому могу сказать, что на Olympus можно делать совершенно спокойно какие-то незамысловатые ролики, снимать видео, какие-то блоги, говорящую голову, также вот как я сейчас пишу, можно было бы абсолютно спокойно. Но камера все-таки больше ориентирована на фотографию, а не на видео. И, не знаю, я вообще, в принципе, не фанат каких-то там видеотестирований. Я сделал пару сэмплов и не более того. Пробую сэмпл записать сейчас немножко видео. Как, во-первых, следит за лицом. Не знаю, непонятно, честно говоря, нормально он отслеживает мой ебальничек. Какой цвет в 4К, какая резкость, посмотреть. Почти все параметры в авто поставил, кроме диафрагмы я открыл до f2.8. Выдержка сейчас, конечно же, не какая-нибудь там 1,50 или 60, а 1250, слишком яркая для этого, поэтому может быть немножко какой-то строп. Вряд ли, хотя на природе тут появится что-нибудь подобное. Короче, просто интересно посмотреть. И плюс звук пишется на внешний микрофон, рядом водопады, текут, так сказать, реки, очень сильно шумят. Посмотрим, как будет звучание. Ну и подытоживая, я скажу, что камера максимально универсальная, ей доступны абсолютно любые виды съемки, какие тебе там заблагорассудятся. Ты можешь поснимать на нее и репортаж, и природу, и портреты, и макро, и людей, и зверей, и тачки, и все, что хочешь. Вот прям все, что угодно она может делать. Это мощнейший комбайн на все случаи жизни. И это реальный флагман Micro 4 третьих, у которого есть, пожалуй, только один минус. Это, собственно, ее размер и вес. Ее довольно тяжело таскать, я прям подзапарился, хотя она, конечно же, легче, чем полнокадровые камеры такие с комбо-ручкой, которые были старые, там особенно зеркалки, там вообще пиздец какие тяжелые. Нет, это, конечно, гораздо легче. Ну и есть также еще небольшая проблемка, что на данный момент, когда я ее обозреваю, уже существует Olympus OMD EM1 Mark III, который меньше, легче, чем EM1X, и при этом в нем, в общем-то, есть все те же самые фишки. Ну и помимо того, что он и более легкий и компактный, он еще и стоит дешевле. Так что если вам сейчас нужен реально крутой фотофлагман в системе Micro 4 третьих, то более разумным выбором был бы Olympus OMD EM1 Mark III, у которого есть уже и джойстик, также и отличная 4К, и прекрасный фокус, и все фишки, которые я сейчас перечислял, там присутствуют и HRS с рук, и Live ND есть. В общем, все то же самое они смогли реализовать в более компактном корпусе с более мощным уже процессором. EM1X это все-таки диковинная камера, она довольно странная, и она скорее для каких-то коллекционеров необычных вещей, и я бы себе, если бы я вдруг оказался очень богатым, купил бы ее, и купил бы ее просто по приколу, купил бы ее просто для того, чтобы получать от нее удовольствие, я бы ею наслаждался, с ней бы развлекался всячески, и она меня бы прекрасно радовала, потому что камера действительно интересная, прикольная, и она огромная, но она может быть слишком уж велика для дважды кропа, я с этим соглашаюсь. Но мне хотелось бы все-таки побольше выебываться, быть как бы против системы, бунтовать и так далее. Просто вот, знаете, такой бунт ради бунта. Самый же последний флагман от уже OM Digital Solution, это OM1, собственно, камера. Она мне, мягко говоря, не очень-то понравилась. Я ее уже немножечко покрутил, в магазин зашел, помацать, посмотреть, что она из себя вообще представляет. Я его не то чтобы прям тестировал, не могу ничего прям такого супер подробного сказать, но я его пощупал. И материалы там стали действительно как будто более дешевые. Там колечки все какие-то более резиновые, что ли, или пластиковые, я не знаю, по ощущениям. Резинки сами, собственно, которыми все это выложено, стали какими-то более простыми, мягкими или каким-то более... ощущается какая-то небольшая дешевизна, и по большей части там начинка такая, вот, в принципе, там все от Sony в этой камере, и, как-то теряется, что ли, индивидуальность. Да, там крутой слоеный сенсор, интересный, но, опять же, на 20 мегапикселов никаких изменений там с точки зрения картинки, я думаю, что нет. Может быть, там, если с лупой разглядывать, может, что-то где-то получше стало. Но будем надеяться, что сейчас OM Digital Solution все-таки выпустит что-то поинтереснее, может быть, что-то более доступное, или более прикольное, или более интересное. В общем,
сделают что-то такое, что на рынке еще как-то выстрелит, и само это подразделение как-то не схлопнется и не закроется, и, может быть, сейчас еще Panasonic выпустят там G9 Mark II какой-нибудь, да, уже с фазовыми датчиками на матрице. В общем, я надеюсь, что Micro 4 третьих, так как она мне очень нравится, еще будет продолжать долгое время существовать, жить и всячески меня радовать. И очень сильно надеюсь на то, что кудахтанье Олегоса про мертвую систему Micro 4 третьих не сбудется в ближайшие года. Но я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про Olympus OMD EM1X. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите вообще, в принципе, что вы думаете про дальнейшую судьбу Micro 4 третьих и конкретно про эту камеру, хотели бы вы ее или не хотели. Ну и до новых встреч, всем хороших снимков, пока.